Топ-5 бюджетных ноутбуков для игр PlayStation и PlayStation 5. Вообще для игр PlayStation на ПК. Стоп, вы так спросите, ноутбуки, PlayStation, ПК. Короче, вот как-то так, что-то какая-то путаница, в общем-то. Давайте я вам так скажу. Топ-5 бюджетных ноутбуков для игр с PlayStation. Вот как-то так. И все это на канале Технозон. Поехали. Ну, во-первых, мы на главной страничке нашего канала. В описании под видео у нас есть ссылки на проверенного продавца на тех ноутбуков, про которые мы будем сейчас говорить. А еще подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Ну и, конечно же, в описании под видео есть чаты наши, телеграм-каналы. И есть телеграм-канал с подборками Алиэкспресс, где мы публикуем эксклюзивные купоны. И про распродажи много всего там пишем. Короче, ребят, смотрите, какая тема. Ситуация в том, что некоторые из вас даже не знают, вот сегодня буквально у нас в чате, в нашем Технозоне был спор, один мне доказывал, у меня там стоит какой-то там слабенький ПК для работы, и я играю на PlayStation. Я ему говорю, так подожди, зачем тебе и слабенький ПК, и PlayStation, если ты можешь во много чего или вообще во все практически играть на самом по себе ноутбуке. Он говорит, да ну, такого не бывает, это же эксклюзивы, PlayStation, начал мне там перечислять Horizon, God of War, потом, что там он мне еще перечислял, Человек-паук. Короче, ребят, а вы не знали, что существует у нас даже страничка в Steam, PlayStation Studio, и есть огромное количество именно вот этих вот самых эксклюзивов. Например, Horizon Zero Dawn Complete Edition. У нас есть Horizon Forbidden West, и я их прошел полностью сначала на PlayStation, а потом прошел на персональном компьютере. И если говорить про ноутбуки, поверьте, я уже знаю, про что я говорю. Смотрите, на чем я сижу. Это Asus ROG. Но дело в том, что Asus ROG конкретно большие стоят дорого, а ведь поиграть хочется в такие эксклюзивы на недорогом чем-то, да еще и заиметь персональный компьютер дома. Так вот, смотрите, в чем фишка. Требования у таких эксклюзивов зачастую они из минимальных, там, например, 1650 GTX на 16 гигабайт памяти Core i3 8100, да, это вот как вариант. Сейчас уже на выходе Ghost of Tsushima, пожалуйста, ну пока не опубликованы, скажем так, требования, но все то, что я сегодня презентую, потянет эту игру спокойно. Ratchet & Clank, я его проходил и на ПК, и проходил на том же самом PlayStation. RX 470. Days Gone. Играли кто-то в Days Gone? На него у нас в максимальном требуется 1060. Helldivers, Until Dawn, кстати, вот скоро выходит, буквально вот в 2024 году. Marvel Человек-паук. Знаете, какие требования на Marvel Человек-паук? 1060. Returnal, не знаю, кто играл, кто не играл, тут 2070 супер нужен, а минимально 1060. God of War, пожалуйста, знаменитейшая игра, которую, я не знаю, не играли разве что ленивые, и многие скажут, так там же уже вышел God of War Ragnarok, так Ragnarok выходит в 2024 году уже конкретно на ПК тоже. То есть Sony PlayStation Studio уже давным-давно отошла от вариантов эксклюзивов, даже те же самые Uncharted, да, они тоже есть на персональном компьютере с достаточно хорошими требованиями. И начнем мы, наверное, именно конкретно, знаете, что выйдет в 2024 году? Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, уже можно заплатить за него. Demon's Souls, Ragnarok и The Last of Us Part 2. То есть на секундочку, ребят, на секундочку. Короче, ребят, поехали. На пятом месте у нас ноутбук, который спокойно потянет эти все игры. Он на Intel Core i5 12450H до 4,4 ГГц в бусте с Full HD экранчиком 15,6 дюймов, IPS-очка с видеокарточкой NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков. 512 SSD и 16 ГБ DDR4. И он полностью соответствует всем системным требованиям для всех игр, которые вот были PlayStation игры. Самое интересное, что это же не только для PlayStation игр. Здесь можно поиграть же дополнительно, кроме PlayStation, в PUBG, можно поиграть в Counter-Strike 2, можно поиграть в танки, можно поиграть во все что угодно. Не надо мне говорить про танки на PlayStation. Вы танки те там видели? Это же ужас. Нет, я говорю про полноценные танчики.
И вот именно этот ноутбук на 5-м месте за 35 тысяч гривен, он действительно хороший, подходит и потянет действительно все эти игры. 8 ядер, 12 потоков, видеокарта 4-гиговая на GDDR6, 144 Гц экран, что вам еще нужно? И у меня был Acer Nitro 5 в свое время, даже снимал когда-то обзор на различные версии, и тут действительно он неплох. Долго у меня прослужил, цветная клавиатурка, хорошее качество сборки и за свои деньги просто топчик. Вот серьезно говорю. На 4-м месте у меня поселилась серия, ну она на 4-м и на 3-м у нас будет, ноутбук Asus TUF Gaming A15. И это конкретно версия у нас на RTX 3050 с 16 гигами, уже DDR5 за 36 тысяч. И она на Ryzen 5 7535HS до 455 ГГц. 6-ядерный, и у нас еще и SSD-шечка там терабайтная. И я вам скажу, сочетание Ryzen 5-7 серии, даже ноутбучная 6 ядер, 12 потоков с кэшем 3-го уровня 16 гигабайт, дает очень неплохой результат именно тоже в такого рода игр. А зачастую AMD даже такие игры работают лучше, потому что изначально оптимизация под AMD у этих-то игр идет. Вы не знали, что PlayStation 5 у нас на AMD изначально работает? Да, и зачастую я вот именно советую даже брать вот такие вот AMD-шечные, на AMD-шках ноутбуки. Здесь можно расширить до 32 гигов оперативную память, и действительно Asus TUF это знаменитая игровая среднебюджетная и бюджетная серия. То есть, конечно, это не Asus ROG Strix, да, или не Asus ROG Strix Scar, да, у меня есть и Strix, и Scar, и даже TUF такой был, приблизительно такой, чуть другой. Но он действительно заслуживает своего внимания с учетом его характеристик, с учетом, опять же, долговечности этой марки, потому что это все-таки бренд Asus. И знаете, тут еще вкрадывается такая небольшая ремарка, а многие говорят, так на ноутбуках, на игровых вообще, как они, знаете, такая есть фраза, игровой ноутбук это фикция. При том, что они не могут дать определение игрового ноутбука. Мне один сказал кадр, он говорит, игровой ноутбук это когда все на ультрах. Я говорю, покажи мне персональный компьютер игровой, на котором все на ультрах, такой бюджетный. И он мне начинает нам приводить чего-то там на 3060, на 4060, говорю, на ультрах для чего? То есть для 4К, для 2К, то есть все это делится, все это хорошо. Но еще один аргумент они приводят, что процессоры греются. Ребят, давайте я вам расскажу один небольшой секрет. Например, в моем Armoury Crate вы можете увидеть на текущий момент, что у меня сейчас 66-67%. Но у нас идет, он в режиме, он не использует сейчас GPU. Если он начнет использовать GPU, он нагреется до 95 градусов. И это абсолютно нормальная температура для таких ноутбуков. В частности, в Asus единственный компонент, который мог бы пострадать от такой температуры, это модуль Wi-Fi. Но он в Asus расположен вообще с другой стороны, в конце платы. То есть его даже распаивают в последний. И ничего ему не встает. То есть это большая фикция, которую любят задвигать. Ничего не греется, ничего не тротлит. Тепло выводится под экран, именно здесь зона основная теплая, если его не закрывать, вообще идеально. Теперь на 3-м месте у нас идет ноутбук Gigabyte. Ой, да, Gigabyte. У нас на 2-м месте Asus TUF еще будет. Сразу такой говорю вам. Gigabyte. Этот Gigabyte на Intel Core i5 13500H. Да, это не 12450, немножко поинтереснее, поновее. На 16 гигабайт DDR5. 512 SSD, и он уже работает на 4050. Здесь уже совсем другой прикольчик. Я вам скажу, 4050 уже карточка такая интересненькая. 12 ядер, 16 потоков, 18 мегабайт кэш 3-го уровня, 6-гиговая видеокарточка, в бусте работает до 2130 МГц, это опять же фулка на 144 Гц, у нас можно расширить память до 32. И неплох, совсем неплох, хотя с гигабайтами, я вам скажу, работал меньше. Вот если вы мне напишите какой-то отзыв по гигабайтам, я буду очень-очень доволен, именно благодарен даже, потому что, ну, Asus, да, я использовал, Acer, я просто пачками использовал. Остановился в конечном итоге, вот то, что я использую на текущий момент, это Asus ROG Strix, ну, вы видели, да, Armoury Crate. Вот от Asus ROG Strix на Ryzen 9 6900HX. Этот конкретно модель на 3060. А у меня есть еще Asus ROG Strix Scar на 4090 конкретно с процессором AMD Ryzen 9 7945HX, по-моему. Я не помню, ну да, последний, короче, процессор мобильный, прикольный. И знаете, вот я остановился на них.
остановился на них, вот очень долго, много лет я работал на разных, но вот на гигабайтах вот так, чтобы долго, нет. Долго нет, я его потрогал, поэкспериментировал, поигрался, и очень неплох ноутбук, но в долгосрок я не могу вам сказать, поэтому на третьем месте. А вот на втором месте у нас Asus TUF Gaming A15, опять же на Ryzen 5 7535HS, но уже с карточкой RTX 4050. И тут вы во все эти игрушечки пошпилить сможете запросто. И в PUBG побегать еще дополнительно. И поиграть в те же самые танчики. Да даже Киберпанк, я думаю, на минималочках можно запустить и спокойно его пройти, так чисто, вот так вот, с легонца. 12 потоков, 16 мегабайт кэш третьего уровня, у нас 144 Гц экран, у нас 6-гиговая на GDDR6 видеокарточка 4050 Mobile, 512 мегабайт SSD-шник, но можно расширить всегда, это все решается в ноутбуках. Поэтому вот это я рекомендую. Вот за это я могу ответить, что да, TUF Gaming это классный ноут, потому что, ну, я говорю, я большой фанат после долгих лет выбора. Ну, правда, здесь ROG Strix, и я не мог не всунуть ROG Strix на первое место. Это именно 713, я вам объясняю, это Asus ROG Strix G17, G713, это такой же, как у меня, вот у меня, ну, здесь не написана модель, сейчас, я не знаю, перевернуть, я тут снимаю, сейчас у меня все как завалится. 713, да, такой же, как у меня, только здесь видеокарта 4070. Здесь, да, вот, Ryzen 9 7845HX до 5,2 ГГц, 12 ядер, гигабайтный у нас SSD-шник, 16 гигов DDR5 расширяется. Вот, кстати, в нем до 64. Нифиг делать. Хотя в некоторых пишут, хотя это 7-я серия. Нет, здесь 64 можно втулить. На 4070 это просто невероятная пушка. Я вам честно говорю. Не то, что там Киберпанк можно играть на ультрах. На ультрах там 60 FPS комфортного гейминга вы получите. Тут у этого проца, чтобы вы понимали, 24 потока, 65 мегабайт кэша третьего уровня. 8-гиговая карта RTX 4070 на 8 гигов GDDR6, еще и в бусте до 2225 МГц. 144 герцовый экран, фулка. Ну, я вам скажу, знаете, в чем фишка? В моем Скаре у меня 2К экран, то есть тут такая модификация. Тоже, ну, хотя они пишут максимальный объем 32 гига, но я вам скажу, я не буду гарантировать, что они там работают, но мы ставим. 64, 4800 ставили. DDR5 SODIMы, да. И плюс, я вам сразу говорю, что внутри. Два разъема M2 NVMe SSD, можно влупить еще один. Вот эта версия с камерой, это хорошо. Это такая младшая модель моего Скара, скажем так. Это ROG Strix, а вот младшая модель Скара, младший брат Скара. И настолько невероятные эти лэптопы, вот именно на Ryzen, я просто офигеваю. И смотрите, вот моя библиотека игр. Сейчас я вам покажу. Моя библиотека игр. Я играю Киберпанк, GTA 5 играл, но сейчас здесь не установлен, это рабочий комп. Это у меня в студии стоит. Играю в PUBG, Outlast 2, Horizon Zero Dawn. Вот он, я прошел именно на этом компе, он полностью пройден. Horizon Forbidden West я прошел на плойке, но сейчас будет распродажа ближайшая. Я куплю Horizon Forbidden West, хочу еще себе сюда в коллекцию на этот аккаунт закинуть. Ну, CS2 играю иногда, ну и Киберпанк я тоже прошел, при этом на очень хороших настройках. То есть я вам советую, ребят, если вы мечтали поиграть вот в какие-то эксклюзивы PlayStation, да не только в эксклюзивы PlayStation, я вам советую просто-напросто ноутбуки, а я вам объясню почему. Смотрите, вы купили ноут, поиграли в PlayStation игры, проиграли в обыкновенные ПК игры, и у вас есть рабочий компьютер, у вас есть компьютер для развлечений, вы можете его с собой забирать, легко перевозить, переносить. Конечно же, от батареи играть нельзя, сразу вам говорю, вам хватит максимум там на полчаса или на час игры, это на любом мощном ноутбуке так. Именно полноценной. Маководы, сидите, молчите, у вас там поиграть не во что, у вас нет игр таких, поэтому забудьте, только нам мне рассказывают. А на Маке у нас по 15, по 10 часов. Ну и что, у меня он тоже лежит два Asus ZenBook. Один на Core Ultra 9, другой на Intel Core i7. И оба по 21 часу вытягивают. Ну поиграть-то на них нельзя нормально. Ну как-то так. То я уже сказал. Лена у нас тут побежала смотреть. Ну покажи, давай их сюда. Я же должен показать. Вот вам, пожалуйста, на Core Ultra 9, а вот на Core i7. И это тоже Asus. Сейчас мне скажут, что я продался. Не, я оставлю себе здесь, покажу ребятам потом еще в другом обзоре там кое-что задумал.
Лена упала, все, унесли Лену. Так, ребят, советую, топ-5 ноутбуков я вам презентовал. И да, первое место не совсем бюджетный, но поверьте, вот эти 4 места это очень неплохие варианты конкретно для полноценно игровых ноутбуков, для PlayStation игр и не только. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока!